Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о городе, в котором мы проводим зиму. Думаю, что многим будет интересно узнать о нем. Ведь он является частью нашей жизни, а значит, имеет право быть увиденным. Итак, начнем. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Всем добра! Я родился в Сормово. Это рабочий район города Горький, ныне Нижний Новгород. А потом приехал с мамой из Горького в Северодвинск в 1973 году, когда мне было 6 лет. И с тех пор моя жизнь тесно связана с этим городом. Олюшка же родилась в Северодвинске и по праву может считаться коренной поморкой. Благодаря северному расположению города в нем иногда можно наблюдать полярное сияние. Очень красивая штука, между прочим. Географически Северодвинск находится возле Никольского устья Северной Двины, у ее впадения в Белое море, в 35 километрах от Архангельска. Так что чайки не дают нам спать по утрам. Северодвинск до 12 сентября 1957 года Молотовск. Это город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования Северодвинск. Основан в 1936 году как рабочий судостроительный поселок. Получил статус города в 1938 году. В 2016 году Северодвинск получил статус города трудовой доблести и славы. Также Северодвинск официально отнесен к районам Крайнего Севера. В военные годы город Молотовск совместно с Архангельском и Мурманском являлся одними из главных портов, принимавших грузы стран-союзниц по Ленд-Лизу. В 1950-е годы XX века завод решено было перевести на строительство атомных подводных лодок, и в скором времени он стал главным советским предприятием по производству стратегических подводных лодок. Эгегей, ребята и девчата! А вы знаете, что сегодня среди наших подписчиков есть именинники? Наталья Казарцева, если вы нас смотрите, то от всей души хотим поздравить вашего сына Володю с днем рождения. А вас с именинником. Очень хотим, чтобы ваши дети всегда вас радовали, и все в жизни было солнечно. Володя, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть все твои мечты всегда сбываются. Здоровья вам! Ну а мы возвращаемся в Северодвинск. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР номер 733/2 от 12 сентября 1957 года город Молотовск был переименован в город Северодвинск. Город Северодвинск начал стремительно развиваться. Численность населения резко возрастала, в том числе и за счет местных и приезжих молодых специалистов. Активно работали судостроительные и общегородские предприятия. Резко возрастало в Северодвинске строительство жилья для корабелов. Всего за 30 лет в Северодвинске было построено и передано ВМФ в эксплуатацию с качественным эксплуатационно-ремонтным сопровождением около 130 атомных подводных лодок. После распада Советского Союза Северодвинску был присвоен статус Государственного российского центра атомного судостроения. Судостроительные заводы «Севмаш», «Звездочка», «Город» и все предприятия Центра атомного судостроения постепенно с трудом пережили кризис 1990-х годов, сумели приспособиться к современным рыночным условиям и вернуться к стабильному существованию.
До перестройки Северодвинск был закрытым городом из-за военных заводов, и въезд в него стерегли бдительные пограничники и КГБ. Чтобы въехать, вы должны были предъявить на контрольном пункте паспорт с местной пропиской, либо пропуск, заранее оформленный в городской службе. Я отлично помню, как моя мама за месяц до приезда к нам в гости бабушки оформляла для нее пропуск в город. А еще один раз я уехал в Архангельск без документов, и когда возвращался обратно в Северодвинск, то меня высадили пограничники из автобуса на КПП. Долго разбирались, не шпион ли я какой, и только когда за мной приехала мама, то отпустили. Вот такая секретность была. Зато в городе не было чужаков. На рынке торговали только местные. Город был чистый и ухоженный. Потом наступила перестройка, и Северодвинск потерял статус закрытого города. И в нем наступил хаос. Хлынули всякие преступные элементы на волне перестройки, и воцарились штормовые 90-е. Впрочем, как и по всей стране. Численность населения Северодвинска сейчас неуклонно снижается. Самое большое количество жителей в Северодвинске было в 1990 году, аж 255 тысяч человек. А к 2017 году в Северодвинске осталось лишь 183 996 человек. И это несмотря на то, что город стал открытым для въезда. В экологическом плане Северодвинск можно отнести к проблемной территории. В основе экологических проблем города лежат как его северное географическое положение, так и расположение в нем крупнейших атомных объектов, предприятий судостроительного и судоремонтного комплекса. Также следует принимать во внимание потенциальную опасность расположенного примерно в 20 километрах утилизационного хранилища малоактивных ядерных отходов. В рамках федеральной целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность России» хранилище твердых радиоактивных отходов переведено в экологически безопасное состояние. Но все равно жить рядом с таким ядерным могильником не очень-то интересно. Вся эта ядерная опасность также является одним из стимулов к тому, чтобы переехать в деревню, к чему мы и стремимся. Вот такая кратенькая информация о городе, в котором мы будем с Олюшкой зимовать. В дальнейшем буду рассказывать про Северодвинск еще. Но и про домик в деревне забывать тоже не будем. У меня припасено несколько видео оттуда. Очень надеюсь, что вам было интересно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Обязательно ответим на все. Всем здоровья и тепла. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра.